Гениальные изобретения современности. Мы знаем, как спасти 90% больных раком. А наше приложение помогает зачать ребенка. Эта машина заменит часть армии и спасет солдат. Ученые хотят полностью заменить собак роботами. Мы уже тестируем эту разработку. И это коснется не только собак. Правильно понимаешь, что можно выращивать и куриное мясо, и свиное, и говядину, и баранину, вообще любое. И человечину тоже. Вы сами кушали уже свое мясо? Или еще не рискнули? Эти изобретения продали за нереальные деньги. В это вложили 50 миллионов долларов, а заработали 3 миллиарда. А вскоре они изменят мир, и вы будете первыми, кто их увидит. Израиль – безусловный лидер по количеству стартапов. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных разработках, которые изменят жизнь. Что вы здесь делаете? Мы придумали уникальный тест, который помогает обнаружить рак на самых ранних стадиях. Сейчас мы тебе покажем нашу лабораторию. Знакомьтесь, это Уди, и скоро он победит рак. А люди уже могут использовать твой продукт? Ждать осталось недолго. Мы уже проводим клинические испытания и планируем их закончить к началу 2023 года. И тогда уже у каждого будет шанс воспользоваться нашим изобретением. Мы можем это увидеть? Да. А мы будем первыми, кто все это покажет миру. Мы делали уже съемки для наших личных, внутренних целей, но еще ни одна нога блогера не ступала в нашу лабораторию. Welcome. Oh. Вы начали говорить о брате. Да, Стив Джобс, мой младший брат. Этого изобретателя зовут Амос Горин. И отдав много лет службе в израильской армии, он придумал машину, которая спасет тысячи солдат. Объясните нам, для чего нужна эта машина? Это машина-амфибия. Ее можно самостоятельно отправлять на задание, и она выполнит поставленную задачу без чьего-либо вмешательства. Выглядит как терминатор. Можешь ее протестировать. Но прежде чем мы это сделаем, познакомим вас с уже состоявшейся легендой. Человеком, который уже изменил наши с вами жизни примерно 15 лет назад. Но вы были главным ученым. Я был главным ученым. Компания, которая изобрела первую флешку, которой сейчас пользуется вся планета. Да, это правда. Но, так сказать, кредит идет не только мне, есть там достаточное количество людей, которые... Но если вы главный ученый, работаете вместе с основателем... Да, я вам могу сказать конкретно, что я сделал, потому что я сделал систему записи вот на флешку, которая сделала ее доступной. Она была очень дорогая тогда. И когда все это начиналось, мы придумали систему, которая в 4 раза увеличивала плотность записи. И вот тогда, в принципе, флешку никто не хотел как бы покупать, потому что... Ну, не то, что никто, но не хотели покупать, потому что она была дорогая. А это сразу, значит, привело ее в то состояние. Ну, собственно, из-за этого и SanDisk купил вот этот M-Systems. Кошмар какой. Я помню себя, когда я мечтал, чтобы у меня появилась флешка. Мне хотелось ее купить. Это казалось какое-то вот соприкосновение с будущим. Это маленькая штучка, в которой столько всего хранилось, и они были какие-то красивые. Можно вот... А сегодня я стою человеком, который я изобретал, в том числе. Да. А следующее поколение вас уже не поймет, потому что флешка уже никому не нужна. Да. Видите, время жизни таких изобретений — это 10 лет, наверное, все-таки прожила. Ну, больше немножко, да. Ну, Значит, был 99-й год, значит. Ну да, но она реально уже там при облачной памяти она стала совершенно ненужной, поэтому я как бы считаю, что там короткая, но слава была, но поэтому сейчас нужно об этом забыть и думать о каких-то новых вещах. Но как придумать эти самые новые вещи? И почему именно жителям Израиля из раза в раз это отлично удается? Так, я Паша. Привет, Алекс. Алекс, это правда, что ты один из главных экспертов по стартапам и инвестициям в Израиль? Ну, главное, это громко сказано. Я в этом хорошо разбираюсь.
Окей. И ты сможешь нам помочь разобраться в том, откуда у евреев столько миллиардов. Постараюсь. Лады. Ну, давай начнем с того, что объясни, как так получилось, что в Израиле так много компаний, которые стоят больше $1 миллиарда, и здесь куча людей, которые покупают себе пентхаусы, ездят на хороших машинах. Вы когда разъезжали по стране, вы наверняка видели, что главное наше богатство — это песок. То есть страна построена буквально на песке, и когда у тебя нет никаких полезных ископаемых, нефти, газа, вокруг сплошные вражеские страны и только песок, то тебе приходится быть интерпренером. Тебе приходится креативить, тебе приходится что-нибудь интересное придумать. Это, наверное, самый главный двигатель израильской инновации. Из-за того, что есть ограничения, и нет никаких других возможностей, остается только думать, придумывать, создавать какие-то проекты. Это не единственная причина, но это одна, наверное, из самых таких. Угу. Если вы еще не знали, то Израиль — это страна с огромным количеством единорогов. И речь не о лошади из мультфильма, а о компаниях, которые оцениваются в $1 миллиард и выше. Почему в Израиле столько единорогов? Почему именно здесь, а не в других странах? Все дело в двух секретных вещах. Первое — это культура. Я говорю о том, что у нас в ДНК запрограммировано находить выход из самых сложных ситуаций. Умение креативить и создавать шедевры из ничего. Второй секрет — это армия. Армия структурирует нас как личностей, закаляет, перевоспитывает и направляет на верный путь. Плюс дает массу новых и полезных знакомств. Равит — еще один наш стартапер. И пусть она еще не владелица многомиллиардной компании, но зато ее приложением пользуются в большей части мира. Мой стартап — это приложение для женщин и пар, которые мечтают о появлении детей. И как продвигается ваш проект? У нас уже 30 тысяч пользователей из 120 стран мира. Мы пока относимся к MVP стартапам, но у нас крутые показатели. Есть еще одна тема. Как ты считаешь, почему в некоторых странах, в том числе в странах СНГ, в разных, и в Украине, и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, все-таки не настолько это развито, не настолько много мультимиллиардных компаний, и стартаперы не на каждом шагу сидят? В чем разница? Где ошибка? Я не думаю, что есть какие-то ошибки. И, если честно, как бы никто не знает. То есть на это однозначно ответить невозможно. Ну вот, наверное, если спекулировать, то самое такое правильное будет именно то, что в свое время еще сказал Платон. Нужда — мать любого... сейчас Прогресс. Нет, по-русски это по-другому звучит. Это потребность — мать любого предпринимательства. Это такой вот общий перевод с английского. Когда Израиль был создан в 1948 году, здесь был только песок и вражеские страны вокруг. Ни нефти, ни газа, ничего. Поэтому пришлось придумывать что-то из воздуха, просто чтобы выжить. Это, наверное, вот такой самый сильный двигатель инноваций, когда у тебя просто нет выбора. Тебе надо быть инноватором, просто чтобы выжить на этом маленьком кусочке земли. И, видимо, поэтому так много изобретений связано с армией. Сейчас меня научат кататься на этом чудо-машине-терминаторе. Как это работает? Что я должен делать? Это джойстик, который поможет тебе управлять. Прям как компьютерный. Да, но играть будешь с этим. Всем, кто играл в приставки, запросто удалось бы разобраться с этой штуковиной. Exactly. Yeah? Yeah? It's cool? Woo! Друзья, кто из вас хочет стать героем нашего следующего выпуска? У нас есть для этого специальный телеграм-канал.
чатик точнее. Вот здесь вот он выглядит вот так. Ссылочка будет в описании. Если вы хотите попасть к нам, то мы регулярно проводим кастинги в этом канале. Вы можете узнать, какую страну мы снимаем, каких людей мы ищем, написать нам, и мы будем рады вас пригласить. Ну, также я в этом канале выкладываю фоточки, анонсы, кадры из того, как у нас все происходит. Ну, стараюсь отвечать на все комментарии. Поэтому, кто из вас хочет быть поближе, пообщаться и поучаствовать в нашем выпуске, то заходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал. До встречи и продолжаем просмотр. А дальше нас уже было не остановить. Да, ребята, понимаете, работа блогера — дело тяжелое. Надо на собственном опыте проверять, как работает военная техника Израиля. Мы испытывали эту машину как могли. Ну что, парни, за нас! За блогеров! Блядь! Выжимали из нее всю мощь. Ой, бля! Но в битве человека против машины победил человек. Бля, вот это? Shit. Blood. Sorry. No problem. Turn. It's no problem? Почему именно Израиль стал центром стартапов для всего мира? Как это возможно? Это же небольшая страна. У нас есть крутая черта. Мы не боимся ошибок, и у каждого успешного стартапера есть опыт неудач. Мы изучаем собственные провалы, чтобы в дальнейшем их не повторять. Fearing of failures. То есть неудачи помогают? Именно. Правда, можно упасть и остаться в яме, а можно приспособиться к тому, что неудачи — это естественный процесс. Если ты предприниматель, без них никак. Иметь неудачные стартапы за спиной — это проблема? Нет. Это нормально. Да, многие люди терпят неудачи перед тем, как победить. Если ты не ошибался, то значит не пытался. Вау. Но многие боятся делать что-то как раз в страхе совершить ошибку. Если ты боишься, то тебе не быть предпринимателем. Иди лучше работай на дядю. Здесь очень прощаются ошибки и поощряется пробовать еще раз, еще раз, еще раз. Ну окей, ну давай представим. Ты фонд инвестировал деньги, например, в мою компанию. Я обосрался. И я потом прихожу к тебе и говорю: ой, тут у меня новая идея, давай еще денег. Ну, во-первых, когда инвестируют деньги в компании, то главный фактор – это именно команда. В большинстве случаев они преуспеют не с той идеей, с которой они к нам пришли. Очень часто правильная команда в процессе работы уже найдет правильную идею. Поэтому первый фактор, самый важный, это именно правильная команда. Окей, ну я как команда пришел, тебе сказал: вот у меня идея, там, не знаю, книжки будем печатать, ну, к примеру. Ты дал мне денег, мы что-то попечатали, и что-то не полетело. Мы такие: ну, все, как бы закрыли. Потом с этой же командой я прихожу, тебе говорю: о, у нас тут новая идея, полки будем строить. Ну, к примеру. И что? Ты дашь мне денег? Вопрос не что произошло в результате, потому что мы знаем заранее, инвестируя 12-15 компаний 100 миллионов, мы знаем, что 6 компаний, скорее всего, не доживут до единорога. Так. Поэтому мы знаем по определению, модель такая. Вопрос, Второй раз дашь ты мне или нет? Если ты сделал все, что нужно, чтобы преуспеть в первый раз, и не получилось только из-за тайминга, экосистемы и разных таких экстернальных фактов, однозначно да. И таких историй очень много. Но обычно скажут: ну ты просто не доработал, не доделал, поленился, что-нибудь в этом роде. Мы проверим, что произошло. Один из факторов, который очень сильно влияет на удачу стартапов, это тайминг, когда они решили выйти на рынок. Сейчас намного сложнее преуспеть, если у тебя SaaS-компания, потому что все стараются уменьшить свои расходы и переждать. Поэтому некоторые компании просто не выживут, хотя у них прекрасный продукт, просто из-за тайминга. Поэтому ошибаться можно. Можно делать ошибки. Вопрос, сделал ли ты все возможное, чтобы преуспеть. И один из проектов, в который поверил Алекс, это тесты для выявления рака, придуманные Уди. Добро пожаловать в нашу лабораторию. Как вы видите, у нас здесь 2 комнаты. В первой мы проводим клинические исследования, а в другой контролируем процесс и фиксируем все результаты. Ну а главным участником всего этого процесса является этот пес. Пес в лаборатории для чего?
У собак уникальный нюх. Благодаря тысячам рецепторов в носу они могут творить чудеса. Не зря на таможнях пользуются их способностями в поиске взрывчатки или запрещенных веществ. Так же и с раком. Сейчас сам все увидишь. Что сейчас делает собака? В каждой ячейке спрятана маска, в которую дышали люди. Кто-то из них болен раком на ранней стадии. И пес поможет нам определить, у кого позитивный результат, а у кого негативный. Мы можем начинать. Когда пес присаживается, то значит тест позитивный. На сколько процентов этот тест точен? Ты должен знать, ни один медицинский тест не дает стопроцентной точности. Но примерно на 90% он правдивый. В чем важность вашей разработки? Вы должны понимать, если обнаружить рак на ранней стадии, то можно спасти 9 из 10 человек. А вот если момент был упущен, то из 10 человек с раком справится лишь 1. То есть вы можете спасти 90% больных раком? Как минимум, это поможет облегчить и удешевить их лечение. В будущем ваша разработка не сможет работать без собак. Наука всячески пытается повторить собачьи способности и пытается создать что-то вроде электронного носа. Но это крайне сложно. Поэтому на начальном этапе мы решили работать с настоящими собаками. А пока одни пытаются заменить собак роботами, другие пытаются накормить мир, не убив ни единого животного. Так, ну вы пошутили за кадром, что вы большой? Я очень большой. Вы поэтому решили делать мясо как-то искусственное? Оно так называется? Искусственное мясо? Культивированное мясо. Это чуть-чуть другое, потому что искусственное мясо — это какие-то другие, как это сказать, другие ткани, да. А тут выращиваем именно само мясо. В смысле То есть выращивать? мы берем клетки мышцы и выращиваем их в биореакторе. И получаем стейки, грудинки. Вот берете, допустим, какой-нибудь там... А из моей мышцы можно сделать? Можно. Ну, это уже делается вот на этой технологии, в принципе. Сейчас, подождите. Нахрен мясо? Смотрите, парни. Я дрищ всю жизнь. Никто не верит. 12 лет в фитнес хожу. Ну, вы поняли. Можно как-то мне нарастить в вашем инкубаторе? Да. Вы шутите? Но потом придется съесть. Нет, надо поднять уровень тестостерона, тогда можно... Думаете, с этим нюансы, да? Да. Не, ну выращивается оно чуть-чуть по другому принципу. Но, в принципе, допустим, кожу. Можно взять кусочек кожи, ну, так маленький у вас, да, снять с ноги, притом не полностью. С пяточки. Есть такое специально, знаете, как чистится картошка, допустим, снимаем так. И можно вырастить там в течение 2 недель, 3 размером с футбольное поле. Кожу. На этом делается, в принципе, да, скинграфты. Да, ну вот так вот можно сделать. То же самое с мясом. Кто-то уже делал такое? Ну, конечно, ее же постоянно выращивают. Берется лоскут кожи, и он выращивается. До футбольного поля? Ну, не для футбольного поля, для тебя. Но принципиально ты можешь вырастить хоть 2 футбольных, 3 футбольных поля. Вопрос только зачем. Но, в принципе, это можно. То же самое с мясом. Берется мясо. Есть, допустим, сколько там... Кобо, да? Кобо мясо. Самое дорогое японское мясо кобо, да? Кобо стейк. Кобо же, да? Вот, берется, и этот вид, и он начинает разрастаться. И теперь вместо того, чтобы коров массажировать, вот то, что придумал Доброслав или Дов, то можно брать и массажировать вот этот аппарат, и он все растит. Это что, получается, может не убивать коровок, чтобы кушать мясо? Да. Да. То есть это получается чистое мясо, его можно обогащать витаминами, омегой-3 и так далее. Плюс мы работаем на слоган «Мясо в каждый дом». То есть это будет доступное мясо, которое будет стоить десятки разов дешевле, чем обычное мясо. Да ладно. А всемирное потепление знаете? Ну. Кто основной поставщик всемирного потепления? Метана. Коровы. Ну, скот. В каком смысле много? Нет, это отрыжка там и так далее. Да ладно. Вы хотите сказать всемирное потепление, потому что коровы отрыгиваются? Не, ну мы так говорим упрощенно, но скот — это один из таких параметров, которые много делают, из-за которых идет парниковый эффект. Там много причин, там и навозы, и то. Один из основных факторов. Фактор парникового эффекта это скот, рогатый скот там и так далее. Благодаря израильским стартаперам от голода и глобального потепления мы точно не умрем. Но это может повлечь за собой другие страшные последствия.
А правильно я понимаю, что можно выращивать и куриное мясо, и свиное, и говядину, и баранину, вообще любое? То И есть человечину тоже? Да, то есть любые клетки растут в биореакторе, то есть нужно просто создать для них условия роста, если можно, недорогие условия роста. И регуляция, опять же, по мясу будет в какой-то момент, по этим вопросам культивированного мяса будет регуляция, что абсолютно верно вы говорите, и человечину тоже. И тут возьмется этический момент. А кто-то захочет пойти в ресторан, где кушают, допустим, человека, насколько это этично? Особенно какой-нибудь Брэда Питта, например, да? Да, Стейк да. Брэда Питта или кто-нибудь булочку Анджелины Джоли. Морган Фриман там и так далее. Ну, у каждого Из свое, я фильма понимаю. «7». Там же Морган Фриман. А тут уже, извините, вы сейчас расовый конфликт разжигаете. Так вот, да. И тут будет этическая проблема. То есть должны быть регуляторные органы и так далее. Это очень большой тоже еще разговор будет. Слушайте, ребята, это очень круто. Вы то, что рассказываете, мне очень нравится. Каждую минуту в Израиле придумывают несколько новых стартапов. Но знаете ли вы, что уже придумали жители Израиля? Вот, например, томаты черри, которые, возможно, лежат в ваших холодильниках. Или ICQ, которым каждый из вас пользовался в нулевых. Ну а про флешку вы и сами уже знаете. Где мы находимся? В гостях. У меня дома. Мы в гостях, у вас дома. Окей. Да-да, welcome. Это в центре Тель-Авива. У вас такая квартира интересная, двухэтажная. Да. И вы здесь живете. И там еще верандочка у вас. Да. А можем выйти посмотреть? Да. Ой, пойдемте. А эта верандочка побольше, чем у некоторых квартира. Сколько стоит такая квартира? Сейчас она стоит, я думаю, в районе где-то 20 миллионов шекелей. Это примерно 4 миллиона долларов. Это примерно 7 миллионов долларов. 7 миллионов долларов. Цены в Тель-Авиве могут удивить самого. Как вы заработали такие деньги? Это очень просто. Нужно не думать о деньгах, а заниматься делом своим. И через стартапы. А каким делом? Расскажите, что вы такое сделали? Мы тоже хотим. Это очень просто. Я сейчас расскажу. Вы пойдете и заработаете. Так, Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть где здесь спать и жить, и это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск — это хреново туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Спасибо. У Бориса крутая Спасибо компания, вам, и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию, я ссылочку оставлю, зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит, но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромно миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Отслюнявил кучу денег. Понимаете? Кучу. А ходят в обычных джинсиках. Но такие здесь скромные люди. Что поделать? Сколько миллионеров и миллиардеров живет в Израиле? Миллиардеров немного, а вот миллионеров полно. Прошлый год стал первым в истории Израиля, когда очень многие компании вышли на IPO. Поэтому в Тель-Авиве прибавилось людей с Ferrari. Миллиардеров всего штук 5, а вот количество миллионеров будет только расти. Это Хилель, и он знает все о стартапах. Ведет о них свой видеоблог и занимается маркетингом самых разных стартапов. Могли бы вы объяснить, как Израилю удалось достичь этого успеха? Какие были сделаны шаги? Назовите 5 самых главных причин. Первая причина — это способ мышления. Если где-то в мире ты скажешь «это невозможно», то многие кивнут и скажут «конечно, невозможно». Если же ты это скажешь израильскому предпринимателю, то он завтра же это реализует. Нет ничего невозможного.
Второе — это служба в армии. Она взращивает крутых предпринимателей. В бизнесе тебе уже ничего не страшно. Третье — это наше правительство. Оно дает деньги в виде грантов. Это очень помогает. Четвертое — это наша история. Прозвучит немного философски, но еврейский народ умеет выживать при любых обстоятельствах. Пятое — это трудолюбие. Несмотря на все эти факторы, не стоит забывать, что надо много и усердно вкалывать. Вау. Сколько часов в день вы работаете? Стараемся работать столько, сколько можем. А это примерно 15-18 часов в сутки. Каждое утро ты просыпаешься с мыслью делать одно и то же? Паша, пойми, мой KPI — это количество спасенных жизней. И каждый, кто приходит к нам на работу, озабочен только тем, как спасти жизни. И скольким мы поможем в 2023 и в 2024. Это просто шок, ребята. Вот вы просто допустите эту мысль, что человек реально просыпается каждое утро, и каждый день он говорит: главное, на что я смотрю, это сколько жизней мы спасем. Вот не в теории, там, не размышляет над этим, не с соседом на кухне обсуждает, а это то, что реально заботит человека. И среда, в которой он находится, она помогает ему сфокусироваться над этим. Несмотря на ошибки, провалы, необходимость кучи денег, сложности и так далее, так далее. И это же, это же удивительно, что человек на самом деле может заниматься решением настоящих проблем, а не обсуждением каких-то сплетен, склок с соседями или прокрастинации в инстаграмчике или еще что-то. Это вот я когда-то с таким соприкасаюсь, я понимаю, что вот она настоящая жизнь, когда ты реально работаешь, делаешь какое-то свое любимое дело и еще и улучшаешь жизнь других людей. А в данном случае спасаешь жизни людей. Вы представьте, от того, как он поработает, возможно, зависит жизнь там, сотен, тысяч, может, даже миллионов людей на планете, и он понимает, что это его настоящая ответственность. Офигеть. Это же классно так жить. Мне бы очень хотелось, чтобы и в нашей стране, и в других странах все больше такого было мышления, и мы подпитывались, потому что вот она, правда, вот я здесь стою, такой же человек, писаю, какаю, как все люди, но вот здесь есть человек, который реально создает офигительные вещи, и, возможно, это будет спасать людей. Просто космос. В чем вот такие ментальные отличия, которые помогают израильтянам, как ты говоришь, делать такие большие компании? Ну, например, культура изучения Талмуда и любопытство интеллектуальное. Тут корейцы, например, в последние несколько десятков лет решили переводить Талмуд на корейский, понимая, что что-то в этой культуре поиска постоянного изучения, даже просто обсуждения различных вопросов, оно приводит к вот такой инновационной культуре. Очень интересно. Давайте немного поговорим про Израиль. Израиль номер 1 страна в мире по количеству единорогов, то есть компаний, получивших оценку больше $1 миллиарда на душу населения. При этом, если посмотреть список Forbes, больше половины или половина — это евреи. Как это возможно для такой маленькой страны? Что здесь такого, что получается такой феноменальный результат? У любой победы есть много отцов и матерей. Значит, Израиль... Я приехал в Израиль больше 30 лет назад, и, в принципе, это была другая страна, которая даже там не говорили о истории стартапов. Начались где-то в 95-м году, наверное, в 94-м, а до этого была просто такая промышленность большая, были большие компании, в основном работающие на оборонную промышленность и сельскохозяйственную. То есть это за 25 лет, 25-27 лет, да, Израиль превратился в столицу стартапов? Да, Израиль превратился в столицу стартапов уже 15-20 лет назад. То есть за 5-10 лет? Да. Там было много обстоятельств, которые к этому способствовали. Значит, во-первых, я как преподаватель университета, я знаю, могу сравнивать, потому что я преподавал и в Советском Союзе, в России я не жил, и преподавал и в других странах, кроме Израиля. Я могу четко выделить ментальные
особенности, которые есть у студентов здесь, которые отличают от других стран. Это некое умение, во-первых, достаточно развитое эго. Люди хотят преуспеть. Это модель, да? В каждой стране есть своя модель успеха. Да? Где-то там хоккеисты или баскетболисты. Это центральная модель для того, чтобы подражание и как можно преуспеть. В Израиле это были, как всегда, врачи и юристы. В то время это стандартная еврейская традиция выращивать врачей и юристов. Если посмотрите на список врачей в ведущих больницах или юристов в ведущих компаниях в Штатах, то вы увидите непропорциональное присутствие евреев. И просто на моих глазах модель успеха превратилась в модель успеха именно в стартапах компании. Поэтому, так как это центральная тема успеха в жизни, то лучше идут туда. Раньше шли в юристы, сейчас пошли в стартаперы. Вторая причина связана с системой образования, высшего образования. Она здесь намного более жесткая по отношению к студентам и намного более нацелена на самостоятельную работу. Пожалуй, еще одно отличие всех местных жителей. У них абсолютно нет никаких предубеждений насчет возраста. Один вопрос. Сколько вам лет? Мне 77. 77. И вы начинаете новый проект. Так, вы стартапер. Да, но это долгая история. Я длительное время занимался охранными системами и системами с искусственным интеллектом во время работы в Моссаде. И когда я вышел на пенсию, то решил создать что-то свое, что-то действительно нужное и полезное, то, что спасет жизни. Еще столько всего не изобретено. Надо действовать. Сколько у тебя было встреч с инвесторами, когда ты продвигала свою идею? Их было около 50. 50? Что они говорили? Я имею в виду, когда говорили «нет». Вообще это ужасно, когда тебе говорят «нет». Но слово «нет» никто не произносит. Они говорят что-то наподобие «оставайся с нами на связи. Мы будем ждать от тебя информации о том, как движется процесс». Возможно, мы слишком рано встретились. Они просто перед тем, как ударить по рукам, хотят иметь как можно меньше рисков. Ты даешь мне деньги, например, а я продаю тебе крутую идею. Я делаю что-то, но я проваливаюсь. Получается, ты теряешь деньги? Да. И ты мне ничего не скажешь? Очень многие инвестируют в стартапы, понимая, что могут потерять деньги с вероятностью 95%. Все это знают. Но посмотри на оставшиеся 5%. Глянь в Instagram, WhatsApp. Создателю WhatsApp отказали 19 инвесторов, но потом тот, кто вложил в него $50 миллионов, заработал 3 миллиарда. Это как игра. Ты осознаешь риск, но понимаешь, что можешь как потерять, так и получить гораздо больше. Получается, можно такой слайд нарисовать, да, что есть диаграмма круговая, что очень много идей, и в основном они пустые. И нужно иметь навык выделять среди всех идей те идеи, которые вообще достойны рассмотрения. И это уже круг поменьше. Да. Внутри этого круга еще меньше, и, видимо, там максимальная разница, это люди, которые обладают навыком все-таки эту идею довести до продукта, до реализации, чтобы это то, что стало возможно, а не просто фантазия. И там еще кружочек сужается. И из тех, кто смог реализовать, те, которые преуспели на коммерческом слое, то есть они дошли до потребителя, который рублем голосует, а не просто потому, что сделали, мы ролик сняли, у нас получилось реализовать идею, но она никому не нужна, нет фидбэка, это другое. И вот те, кто могут вот эти все слои пройти, из плохих идей сконвертировать в хорошие или выбрать,
из хороших выбрать. Да. Это Из уже всех идей задача инвесторов. Ну и человек уже тоже, он же тоже выбирает, какой идеей заниматься. Это да. Никакой идеей заниматься, а какую идею придумать. Все-таки какую идею придумать, это да. есть некая профессия, не знаю, некая деятельность, которая, когда человек может придумать новое, это не так просто, и тут нужно иметь все-таки какие-то отдельные способности для этого. У инвесторов другая задача. Прочувствовать идею и понять, что она реализуема. Но то, что происходит, очень интересно, что там это не закономерный процесс, как можно было бы подумать, да? Что, в принципе, отобрали. И если бы это был закономерный процесс, то было бы много людей, которые делают это по много раз. Да? Ты проходишь весь цикл, там занимает 10, максимум 15 лет, больше не живут. А, как правило, еще меньше. И в конце, значит, получается. И вот есть люди, которые преуспевают. Теперь вопрос, закономерно ли был успех, или он получился как стечение неких обстоятельств. Или этот человек, который это делает, он оказался очень внимательным к тем обстоятельствам, настолько внимательным, что другие не могут этого делать, и понял что-то, как эти обстоятельства могут сыграть в его пользу. И, в принципе, это же можно проверить, да? Любое такое утверждение проверяется какой-то статистикой. Значит, если бы это было так, то это были бы люди, которые делали по много раз. К сожалению, то, что получается, что большинство людей имеет одноразовый успех. А вот тех, которые имеют там двухразовый или трехразовый, их совсем мало. У вас сколько раз получилось? У меня получилось 2 раза. Вот, получилось, что я похвалил себя. Получилось 2 раза, и, в принципе, есть еще какие-то маленькие успехи, но я столько раз это делал, что... А не получилось сколько раз? Да, я не хочу говорить о проценте неудач. Не получилось много раз. Больше 100? Намного больше. Ну, нет, 100 нет. Ну, скажем так, 5-6 раз не получилось. Ну, не такая плохая конверсия. Причем, да, но не получилось. Из 8 2 Есть такие, которые не получились частично. То есть вышли в более или менее в близком состоянии. Окей. А есть такие, которые получились хорошо. Но в то же время моя жизненная задача — это 3 раза преуспеть, и тогда это будет закономерность, и я буду хвастаться. Пока я скромен и доступен. Хорошая цель. Почему в Израиле так много компаний, которые становятся миллиардными? Потому что их можно сделать миллиардными. В смысле? Потому что как они делаются миллиардными? Нужно выбрать определенный сегмент, определенную нишу и предложить ей правильный продукт. Ну, мысль-то понятна, но почему в других странах не получается так сделать? Здесь на душу населения рекордное количество таких миллиардных компаний. Потому что... Все делают какие-то проекты, все делают свои стартапы. У тебя другого варианта заработать денег нет. У тебя выбора нет. Ну где? В Израиле очень тяжело работать. Ну, потому что это самое... Почему, если Моше сделал, почему наш Йоси не может тоже сделать? Вот и все. Все и делают, придумывают, делают. Из зависти. Чисто из... Почему каннабис начался в Израиле? Почему? В смысле? Лекарства из каннабиса? Да. Почему Израиль считается ведущей страной в области каннабиса? В технологиях, не выращивание. Первое место — это Канада. Ага. Канада выращивает самое большое количество. Нет, Израиль внедрил это первый в медицину и так далее. Первый сделал исследование, потому что у соседа трава зеленее. Почему у нас тогда трава не может быть зеленой? Так, у нас весь с вами разговор будет снизу подписано, что мы против наркотиков, и это, кстати, не шутка. Мы против. Вы же не употребляете? Не, вы что, не дай. Курите, ничего? Вообще нет. Ну что, по-серьезному, а то подумаешь. Не, вообще нет. Мы занимаемся лекарствами, занимаемся то, что может сделать наше общество лучше, сытнее, довольнее и так далее.
Чаще всего многие из стартаперов придумывают идеи в свободное от работы время, а трудятся они на самых обычных работах. Я вообще-то работаю в Тель-Авивском университете, это преподавателем. Вау. Да. Подождите, вы преподаватель в институте? Да. И имеете квартиру за 7 миллионов долларов? Ну, все мои учителя в школе сейчас начали плакать. Продолжайте. Параллельно с работой в университете я пытаюсь какие-то свои знания, какие-то свои умения, какие-то свои навыки реализовывать в частных инициативах, которые вот были стартапы. Достаточно много стартапов, больше неудачных, чем удачных, но все равно это как-то такая интересная деятельность, которая в том числе приносит и деньги иногда. А как это устроено? Вы, работая преподавателем, помогаете своим студентам? Или как это? Это устроено таким образом, что можно здесь, в принципе, нету препятствий для того, чтобы занимаясь. Естественно, приходится отчислять что-то университету, но реально университет не мешает заниматься такими вещами, следит за тем, чтобы ты занимался учебным процессом, но, конечно, значит, и студенты вовлечены, и ты сам вовлечен. И я прошел достаточно долгий путь через разные стартапы. От того, что я был консультантом, и до того, что я стал сам основывать стартапы и их развивать. Вы вот что делаете каждый день? Не, каждый день мы еще и работаем. Допустим, я почти каждый день провожу в операционной. А Доброслав разрабатывает не только мясо. В какой операционной? Обычно я же еще врач-анестезиолог реанимации. Вы людей режете еще? Нет, я их больше усыпляю и спасаю. А так... Так, может, вы там отрезали от кого-нибудь мяско и... Ну, это же я не могу сказать. Я уже наговорил тут про фальшивые деньги, сейчас все дальше пойдет. Сейчас все правду про мясо. Откуда исходный материал? Откуда мясо вообще взяли? Ну, конечно. Вот. А так, и То есть вы работаете врачом? Я работаю врачом. Это ваша основная работа? Это моя основная работа. Вы с помощью него питаетесь, кушаете и так далее. Да. И параллельно делаете стартап. И не только по мясу, да. У нас несколько стартапов. Ого. Допустим, Доброслав, например, он, кроме этого, он делает лекарства на основе каннабиса и на основе галлюциногенных грибов. И очень успешно. Так вот оно в чем дело. Чего вот вы такие веселые? Вот что ж вы такие веселые-то. Серьезно? Ну, абсолютно. На основе каннабиса и галлюциногенных грибов делать лекарства? Не галлюциногенных, а лечебных грибов. То есть мы... Но они галлюцинации могут вызвать. Только чуть-чуть. Ну, это... Ну, я вижу, Все может вызвать галлюцинации. Значит, то есть мы взяли свойства растения каннабис и взяли лечебные грибы с восточной медицины и производим препараты для сопровождения онкологии. Против боли, помогают при концентрации, то есть при воспалительных, при аутоиммунных заболеваниях они применяются. То есть довольно успешные препараты, прошли уже тоже все стадии регуляции. То есть они уже в маркете? Да, то есть уже можно купить? У нас есть... И некоторые из этих изобретений мы испытаем сейчас на себе. Хотя у нас есть определенные сомнения. Это... Вы не из Comedy Club, ребята? Я просто сейчас пытаюсь понять, через сколько выйдет кто-нибудь и скажет: Паша, это был развод сейчас. Не-не-не, еще нет. Где скрытые камеры? Я не понимаю. Тут их несколько. У нас есть препарат, который восстанавливает легкие... Легочную ткань, да, и снижает фиброз. Постепенно превращаемся в магазин на диване. Ну, давайте сразу я бахну и все. Что это? Не, это пьют, но это зачем пить? Значит, Это вот так вот открывается. Мы адаптировали... И мы адаптируем... Сколько можно выпить за раз? Ой, Но оно противное для питья. Да? Да, но реально противное. Ну, давайте. Что не сделаешь ради контента? Противно. Пипец? Запить. Дайте воду запить человеку. Я по чуть-чуть. Да все равно надо запить. Глотайте. И это было только начало. Все, я понимаю. Он все свои легкие выблевывал. Берет это. И вот это еще? Да, нажать. Я еще и не нажать курю. на кнопочку на надо. кнопку, на кнопку. А, вот так. Да.
Что, охренели? Это что за жесть? Теперь у меня 6 глаз. Хорошее лекарство, да? Нет, вы что, ребята? Я сейчас сдохну, просмотров у вас, конечно, много будет. Я понимаю, что вы хотели Смотри, хорошо. какой ты полный пакет Удовольствие. удовольствия. И напоили, и обкурили, мясом накормили. Сейчас еще галюны попрут. А, ну да. Вот глаза уже трет. Мы в монтаже поставим вас сначала. Потому что я кашлял все дни. И теперь будет объяснение, почему я кашлял. Ну и вот. Ой, жесть какая. Мы давали его при короне, в принципе, и давал очень хорошие результаты. Это поднятие сатурации, снижение температуры. Сатурация — это вот то, что на палец ставили. Вот теперь смеется. Пошли галюны. Достигли. Эксперимент закончен. Берем деньги, уходим. Корона была выкашлена. Да. Мы против наркотиков. Мы заметили. Президент наркотиков. Вообще ничего. Мы Как наш канал Нет, против всего. какие здесь наркотики? Просто очень веселые. Конечно, можно над всем этим посмеиваться. Но кто бы и что здесь не придумывал, каждый проект имеет важную социальную миссию, которая так или иначе спасает жизнь людей на Земле. Почему ты выбрал эту работу? Почему она важна для тебя? Рак вокруг нас, он близко. Когда-то мой кузен умер от него. И если бы у него была возможность обнаружить рак раньше, он был бы сейчас с нами. К сожалению, это может коснуться любого. Поэтому мы хотим помочь людям и спасти их жизни. Я слышал такую вещь, что в венчурном рынке все-таки это рынок стартаперов. В том смысле, что если у тебя действительно хорошая компания, то скорее это фонды за тебя соревнуются, нежели ты ходишь и думаешь, кому бы себя присунуть. Если компания уже такая плотная, то наоборот все пытаются успеть. Здесь также? Это таки так. То, что называется bias market. За хорошие стартапы фонды сражаются. То есть это просто удача, да, если ты в нужный момент времени успел познакомиться с компанией, которая еще открыта, но еще не все самые крупники успели. Это не удача, это правильные связи, это быть постоянно на чеку, проверять deal-flow, следить за предпринимателями, которые сделали свой экзит и сейчас начинают новую компанию. И сейчас, когда очень много работников компаний, стартапов, у них обесценились опции, многие выходят из таких многомиллиардных корпораций и открывают свои новые компании. Это очень хорошее время для того, чтобы проинвестировать в хорошие стартапы. То есть это не удача. Всегда важно, чтобы повезло, но и можно, тяжело работая, можно очень сильно увеличить шансы на то, что ты проинвестируешь в правильные компании. Сколько у тебя и у твоей команды вот таких компаний на радаре, которым вы смотрите и наблюдаете? Мы разделяем между собой различные вертикалы, то есть если кто-то следит за сайбером, кто-то больше следит за такими биотехнологиями и медициной, но в каждый данный момент несколько сот компаний. И вы прям смотрите, где, что, чего, куда, как идет, чтобы ни в коем случае не упустить его, да? Мы следим за тенденцией. Обычно компания, в которую мы проинвестируем, скорее всего, мы с ними уже знакомы с предыдущих раундов, или мы знаем тех, кто в них проинвестировал, и мы за ними следим, или же мы знакомы с их предыдущей компанией. И есть фонды в Израиле, которые предлагают интерпренерам уйти из их предыдущего стартапа, предлагают им, вот ко мне пришли с такой вот идеей, вот давай сконструируем ее вместе. Кошмар какой. И напоследок мы узнали у наших героев, как же все-таки добиться успеха. Давайте представим, что у нас будет смотреть человек, который, может быть, только задумывается о том, чем вообще ему в жизни заниматься. Идти сюда, направо, налево, какой-то проект, или наоборот, он чем-то занимается и сегодня ищет какие-то новые возможности. Что бы вы могли ему порекомендовать? Куда сегодня бежать в современном мире? Что делать? Это настолько индивидуально. То есть я бы посоветовал стать композитором, но не у всех есть способности. Да? То есть если бы я сказал вам, я советую стать композитором, вы бы решили,
как же это, да? Человеку должно быть... Но только и самым худшим я способен. А если сказать, что вот хорошо пойти в стартапы, то все принимают это. Вот в композиторы нужны способности, а в стартапы нет. Это все очень индивидуальный выбор. Конечно же, стартаповская деятельность очень привлекательна. И там вот уже вот на уровне стартапов чем заниматься, и как заниматься, и какую роль для себя. Ведь есть тоже очень много ролей в системе стартапов. Да? Можно быть и человеком бизнеса, можно быть человеком технологической разработки, а можно там быть решателем проблем, да, вот что-то не получается, как-то это двигать. Поэтому нужно прислушиваться к себе и как когда-то адмирал Нельсон сказал, что его спросили, как вы там, вы уже там на флоте там 40 лет, и как вы оцениваете пройденный путь? Он сказал, меня всегда, всю жизнь, вот я 40 лет во флоте, и меня все время тошнит. Так вот, чтобы не было такой истории. Нужно, чтобы не тошнило. Нужно прислушиваться к себе, и нужно иметь смелость менять, если это не идет. Вот это вот, наверное, главный совет. Ты должен гореть идеей, просыпаться и засыпать, думая о ней. Ты должен создавать проект вне зависимости от того, сколько ты на нем заработаешь. И только тогда обязательно найдется инвестор, который тебе поможет, и ты станешь суперзвездой. Давайте представим, что будет смотреть нас человек, который тоже хочет какой-нибудь свой проект, какой-нибудь свой стартап, ищет себя, может быть, интересуется, хочет вдохновиться, хочет понять, куда же в современном мире ему стоит бежать. Что вы можете ему порекомендовать, учитывая ваш огромный опыт, огромное количество продуктов и большие перспективы? Что вы посоветуете такому человеку? Ну, смотрите, в Израиле это достаточно мощная индустрия. Специалисты очень сильно ценятся. То есть если человек специалист в какой-то области, он может себя спокойно здесь применить. Израиль создал все инфраструктуры для развития стартапов, да. Но что человек нужен? Ну, во-первых, нужно понять, где ты хорошо, что ты можешь хорошо сделать, или что ты можешь, к чему у тебя лежит душа. Потому что кроме того, чтобы ты что-то придумал, ты должен увлекаться этим, тебе должно быть интересно. Если тебе не интересно, ты ничего не изобретешь. Ну, потому что на каторге ничего не изобретают, на каторге камни бьют. Вот и все. Ты должен быть полет мыслей, драйв, и вот с этим способом тоже. И вот один из продолжений к вопросу, почему в Израиле есть так много стартапов, потому что идет индукция народа. То есть, что это значит? Я объясню. То есть дети свободны, их все время поощряют, их все время хвалят. То есть для того, чтобы что-то создать, ты должен быть... любить себя, иметь удовольствие. Ты должен быть самоуверен. То есть, и у меня 6 детей. Значит, я смотрю, как их в садике и школе индуцируют. А потом пытаюсь разиндуцировать обратно дома. То есть это... То есть я смотрю на детей, которые приходят и применяют те же лайфхаки в жизни. То есть это замечательно это видеть. То есть ребенок не просто посмотрел, а он взял это и сделал. Самый последний вопрос. Вообще не про стартапы. Это наш традиционный вопрос. У вас большой опыт. Вы делали разные проекты, общались с большим количеством людей разных стран, и у вас многое что в жизни уже получилось. То, что мы делаем с вами сейчас, мы снимаем видео для YouTube. И, скорее всего, технологически оно проживет больше, чем вы и я, и останется дальше. И представьте, что через 500 лет ваши прапраправнуки захотят узнать, что там за прапрапрадед жил. Наверняка мы бы с вами отмотали с удовольствием YouTube и посмотрели наших прапрапрадедов, но мы с вами не имеем эту возможность. Но мы с вами первые поколения, которые имеют возможность такой цифровой след оставить. Представьте, что через 500 лет какой-то ваш праправнук наткнулся, изучая свое дерево, генеалогическое дерево, наткнулся на это видео и дошел до этой минуты, и у вас есть 1 минута сказать ему все, что вы хотите. Если можно, на камеру. Сейчас.
Дорогой внучек, я надеюсь, что ты в ладу с самим собой, ты нашел себя в этой жизни. Я, наверное, не самый лучший пример, но и не самый худший. И если тебе переданные от меня гены как-то помогают, то будь смелым, рискуй и реализуй себя по мере возможности. Супер, спасибо вам большое. 5 вот так у нас. Опа. Супер. High five. High five.